Здравствуйте, мои дорогие, родные, любимые. За целый год уже своего ведения YouTube-канала я уже к вам так прикипела, что могу вас так уже называть. Вы мои мотиваторы, кто всегда со мной, несмотря на то, что я езжу куда-нибудь в общину или что-то узнаю новое, всегда я думаю о вас. И, к сожалению, пропустила неделю, поскольку ездила снова в общину. Сегодня в этом видео я с вами поделюсь своими эмоциями, своими впечатлениями об этой поездке. Кто впервые на моем канале, меня зовут Олеся, и я временно сейчас проживаю в Австралии. Я работаю здесь ветеринарным ассистентом в клинике в Элис Спрингс и езжу периодически в общины, чтобы лечить животных коренным жителям Австралии. Лечение включает в себя в основном стерилизацию или кастрацию собак, кошек, противопаразитарные обработки. И бывают усыпления, к сожалению, тех животных, которые неизлечимо больны, например, и страдают. Ну и вакцинация. Это такой вот у нас перечень такой услуг. Эти программы поддерживаются правительством Австралии. И наша клиника одна из немногих, которые участвуют в этих проектах. Я уже снимала одно видео, где я рассказывала об аборигенах Австралии и о проблемах, скажем так, для нас, вот, ветеринарных специалистов, когда мы приезжаем в эти общины, да, это как языковой барьер, ну и так далее. И если вам интересно, то и вы не смотрели это видео, то я оставлю ссылку под видео в описании, и вы можете посмотреть, тогда у вас будет полная картина. Как вы видите, кстати, погода. Сейчас май месяц, Элис Спрингс, погода холодно. Сейчас времени 12 часов дня, воскресенье, и посмотрите, я в куртке, и я вам скажу, что я не жалею, что я одела куртку, очень холодно. Утром было плюс 4 градуса, представьте себе. Так что и будет еще только холоднее и холоднее. Так что вот, пожалуйста, пустыня, как все говорили. И помните то время, когда я снимала видео, у меня выключался телефон, было плюс 45 градусов. Друзья, это 4-я попытка снять видео, потому что сегодня очень жарко, у меня камера перегревается. У меня было в планах вообще показать вам окрестности, пройти вокруг и показать вам улицы, но, к сожалению, отказывается вообще работать камера, в какую выключается и все. А сейчас плюс 4. Ну, сейчас уже, наверное, поболее, но все равно. В общем, погодка такая, знаете, холодная. Я даже думаю, что холоднее, чем в Окленде. Итак, вернемся к нашим баранам, как говорится. Это собака моя лает. Надо открыть дверь. Сейчас. Иначе она будет лаять и лаять. Сама поездка в общину, это было несколько часов езды, опять же, по Outback. Если вы помните видео про Улуру, это та же дорога, только еще вот до Улуру. Улуру – это полпути. Мы в Улуру тоже останавливались, потому что у нас там надо было разбить лагерь, и к нам приходили на консультацию. Муха прям в нос залетела. В основном это были люди, которые работают в сервисе там в таком маленьком городке Улара, называется, недалеко от этого вот камня Улуру. И то есть мы принимали там животных, осматривали их, делали вакцинацию, стригли ногти, в общем консультировали их. И ночевали там недалеко от Улуру. И на утро уже наше было следующее путешествие, это до Западной Австралии. Там была первая наша община, где мы провели несколько ночей. По дороге нас остановили коренные жители, которые автомобиль у них заглох, потому что батарея села. Дети бегали, женщины, уставшие, измочаленные, стояли на обочине. В общем, мы решили остановиться, хотя я помню, что останавливаться нельзя, и вы мне тоже спасибо любезно писали. Я очень тронута вашей всегда заботой, к этому отношусь очень тепло. Это значит, что вы неравнодушны ко мне, к моей жизни и к моим приключениям. В общем, мы остановились, поскольку, как я уже сказала, были дети и женщины. Мы дали прикурить, завели автомобиль и тихонечко следовали за ними. Они снова остановились, мы снова дали прикурить и снова следовали за ними. И, в общем,
Так было несколько раз, пока уже мы как бы поняли, что ну, так невозможно, нам тоже нужно дела делать. В общем, они сказали, что к ним приедет скоро семья, то есть я не знаю, каким образом у них не было, там не было приема связи никакой, каким образом они телепатически, что ли, послали это сообщение, но сказали, что скоро приедет за ними семья. И так что мы их оставили на дороге, но не было никакого чувства вины, потому что нас они убедили. А по приезду в общину, значит, община, поскольку достаточно такая удаленная от городов, конечно, она выглядела несколько иначе, нежели чем как я говорила вот в моем предыдущем видео. Эта община меня поразила, во-первых, наличие ослов. Ослы нас встречали прямо вот при подъезде в общину. Это было три осла. Три осла. Тихо! Ослы! Ослы! Ослы. Да нет, болваны, ослы! Болваны и ослы. Ослы, болваны! Ослы и болваны. Да посмотрите, два осла! Посмотрите, два осла. Да нет, не то. Не то. За вашими спинами. За нашими спинами. Пасутся два осла. И два болвана. Периодически бегали дикие лошади. Диких лошадей достаточно много вообще в Австралии, в Центральной. И, кстати, верблюды тоже здесь. Вы же знаете, что верблюдов завезли. В XIX веке в Австралию завезли верблюдов из Индии, Афганистана и Аравии для освоения пустынных территорий, где они справлялись лошади и быки. Их использовали для перевозки грузов, строительства телеграфа и экспедиций. А после изобретения автомобилей животных отпустили, и теперь в Австралии живет достаточно большая популяция диких верблюдов. Верблюдов тоже можно встретить вот так вот, когда ты едешь по Outback, по шоссе. Ну, слава богу, так я вообще не видела верблюдов, но лошади, ослы и свиньи. Это вот, пожалуйста, свиньи пасутся, что-то там едят, как бы осел. Вообще у меня с ним случился роман. Это мой друг-приятель. Иди ко мне, Донки, come to me, come. Come. Иди сюда, иди ко мне, иди. Вот, молодец. Не во всех общинах добрые ослы, как я наслышана. Мои коллеги говорили мне, что в другой общине ослы кусаются и лягаются. Так что этот осел был хороший. Сама община, вот я скажу так, друзья, я написала главу. Мало. Охраняет. Я написала главу для вас. Если вам интересно, почитайте, я оставлю ее тоже, наверное, ссылку под описанием. Либо же я подумаю, как я сделаю эту главу. Посмотрите под видео в описании. Это такое мое вообще детальное, скажем, впечатление об этой общине. Хорошо? А сейчас просто расскажу вам, значит, что было там. Во-первых, меня, конечно, поразило количество животных. В одном доме может быть 15 собак. Happy family all together. Spending time together. Don't bite me. Собаки разные. Очень много помеси динго. Динго, кстати, были и так я в живой природе видела. И видела много помесей. И даже видела динго, которые были прямо в общине. Они воют, они не умеют лаять. Ну, и они, конечно, выглядят как динго. Немножко они боязливые. Я не могу сказать, что они атакуют, прям, знаете, как бы вот, ну, если они, может быть, собрались в стаю, тогда может быть. А так они в основном как бы так бегут от тебя, то есть как-то хвост поджав. Шибуину. Don't come in. Это все надо. Пришли к нам утром попрошайничать. Там была еще собака, но я ее не вижу. Как похоже на шибуину, обалдеть. Ну, община, конечно, это достаточно бедная. То есть люди живут в таких условиях антисанитарийных, я бы сказала бы, просто грязно дома. Многие спят на матрасах, на улице на матрасах спят и не убирают
прилегающую территорию вокруг дома, много бутылок валяется, всевозможных странных каких-то предметов. Это может быть кредитная карта, обувь. Ну, в общем, вы знаете, что только я там и не видела. Все вокруг почему-то разбросано. Hey, donkey, how are you? How are you doing? Некоторые пытаются убраться. Я не знаю, как бы от чего это зависит, если честно, но вот такое я заметила, вот этот мусор, конечно, вокруг на прилегающих территориях, он немножко тебя, конечно, ну, удивляет, что как бы, вроде часто и не холодно, можно было бы и прибрать, но, видимо, другой просто образ жизни, что ли, так. Любят коренные жители вот именно этого региона поспать с утра. Когда мы утром стучались в дверь, предлагали наши услуги, то в основном открывали дети, вот, удивлялись, что мы стоим на пороге. Родители спят там на матрасе, дети не очень понимают, что мы вообще забыли здесь. Горем пополам, вроде как мы пытались объясниться, кто-то вставал, но утром, конечно, наши услуги было сложнее предлагать, то есть надо немножечко чуть-чуть дать им выспаться. Ну, опять же, как и в своем первом видео я вам говорила про языковые барьеры, да, то есть как бы когда нам нужно быть четко понимать, что человек именно согласился там, ну, не знаю, на операцию, например, для своего животного, или, например, на химическую стерилизацию, да, когда мы делаем инъекцию вместо того, чтобы там, сделать стерилизацию, например. Так вот, это собака ко мне пришла здесь. Мала, скажи привет. Конечно, нужно разговаривать очень... Ой, просит меня, чтобы я погладила ее. В общем, нужно, конечно, разговаривать с жителями более, скажем, четко и подтверждая, что действительно то, что они имеют в виду. Потому что, например, я вам скажу, give a needle, да, дать иглу, дословно. Это может быть означать многое. Это может быть укол от паразитов, инъекция, это может быть химическая стерилизация и даже как бы просто операция тоже может быть needle. Ну, в общем, это очень такой, знаете, деликатный вопрос. Надо, конечно, быть твердо уверенным в том, что человек вообще согласился на ту или иную услугу. Манера меня очень поражает, манера общения, потому что порой люди либо тебя игнорируют некоторые, да, то есть открывая, например, открыли дверь, я постучала, открыли дверь, и они просто проходят мимо. Или заходят в дом и куда-то исчезают вообще. То есть такое впечатление, я очень часто себя ловила на мысли, что это как будто проверка меня на сумасшествие. Поскольку мы такие разные, наша культура так отличается от культуры коренных жителей, что, конечно, такой коммуникации для меня просто, ну, они очень удивительны и непонятные. Но я пыталась с разных сторон зайти все-таки и добиться своего. Вот. Были очень люди очень приветливые, и видно, что они любят своих животных. Многие животные, кстати, недостаточно веса, то есть такие худые, но при всем при этом все равно видна любовь, забота. То есть я знаю, что в некоторых общинах не очень... Я знаю, что в некоторых общинах не бывает достаточно грубо общаются с животными, с собаками, но здесь не было такого. Ну, много мы сделали операций, очень много. Физически работа изматывающая. И... Конечно, сказать, чтобы держать какой-то стандарт такой высокий, очень сложно, потому что мы что сделали? Ведь много мух в Центральной Австралии, и это место не исключение. Поэтому оперировать, если мы оперируем на улице,
то мух огромное количество. Как только они чувствуют кровь, сами знаете, да, они сразу же тут, как они прочуяли плоть. Мы решили с Люкой, это моя ветеринарный врач, моя напарница, с которой мы ездили, мы с ней разбили такую, скажем, хирургию в нашем доме, где мы останавливались, потому что мы жили в этой же общине, ночевали в домике, у нас был домик, двухкомнатный дом с гостиной, с кухней, с душем. Вода, правда, ужасная, конечно. Я очень похудела, потому что не поесть нормально, не попить, я вам скажу честно. Мы приезжаем, стучимся в дом, получаем разрешение на операцию животных, делаем седацию, то есть для нас владелец держит животное, собаку или кошку. Мы их загружаем в наш пикап и везем в нашу операционную. Но бывают случаи такие, например, вот у нас была такая история, мы делали обработку от паразитов, и это был маленький щенок, и у него возникла реакция неврологическая на препарат, который мы делали. И вечером, уже темно, на улице, стук в дверь такой, знаете, внушительный. Стоит коренная жительница и держит щенка, говорит, не стоило вам делать ничего этому щенку, щенок умирает, я не могу на него смотреть. Я, в общем, любезно все-таки согласилась взять, мониторить его всю ночь. Всю ночь то вставала, то ложилась, вставала. То есть у меня такой был сон, но делала ему инъекции, чтобы его маленечко поддержать. Но утром я его еще помыла, он такой маленький, беленький, знаете, как полярный медвежонок такой. И поскольку препарат, который мы наносили, это был инъекционный и еще местный, то есть на холку, то я его помыла, и он стал такой пушистый, такой красивый. Я его обернула полотенцем и утром этой даме принесла. Но когда я пришла к ней домой, я стучала точно так же, как она мне стучала, потому что они спали как дрова. Вообще никто не открывал. Часов это было 8:30 утра. В итоге она поднялась, открыла дверь, и я ей дала этого мишку. Сказала, что все, видите, жив-здоров, поэтому все хорошо. Я, конечно, была очень счастлива. В голове, конечно, были разные сценарии, и это опасно, вы знаете, когда ты находишься, живешь на территории вот так вот общины, и если вдруг что-то случается с животным, мы же не боги, всякое бывает, и, конечно, можно, в общем, заработать, потому что объяснить что-то невозможно. Так что, здесь, слава богу, все обошлось, и малыш выжил, и все хорошо. И хочу сказать, что вы меня не покидали ни на минуточку, я всегда о вас думала, и думаю, как было бы здорово мне сейчас вам все это показать. Вот. Ладно, я надеюсь, что мой рассказ сегодня вам был интересен. Я вам всем желаю хорошей недели, прекрасной недели, всего вам самого доброго. И, в общем, оставайтесь со мной. И до новых встреч. У меня скоро экзамен. Сегодня у нас 16 мая, по-моему, или 17, уже не помню, сбилась с счета. Но, в общем, меньше чем месяц я уезжаю, поэтому я не знаю, насколько регулярность у меня будет с видео, но главная цель, правда? Счастливо и всего вам самого хорошего. Пока!